Когда монстры, подобные Годзилле, также известному как кайдзю, появляются по всей Японии, в стране вводится чрезвычайное положение, призывающее всех граждан спасаться бегством и направляться в центр экстренной эвакуации. Один из этих кайдзю сеет хаос в городе, заставляя людей задуматься, не станет ли это концом для них самих. С другой стороны, правительство немедленно выделяет воинское подразделение, чтобы уничтожить этих чудовищных тварей, узнав местоположение цели и ее длину около 60 метров, что он такой же высокий, как небоскреб. Множество вооруженных солдат окружают кайдзю со всех сторон и обстреливают его ракетами. Он слегка вскрикивает от боли, как будто его только что укусил комар. Элитные силы, называемые 3-й дивизией ядра обороны, также присоединяются к отряду, чтобы сразиться с этим зверем, и одна из них – женщина-солдат в маске. Эффектно появляется, прыгая с вертолета, держа в руках штурмовая винтовка. После ее появления на сцене боя появляется еще больше солдат и атакует кайдзю, отвлекая его внимание на себя. Тем временем их лидер, женщина-солдат по имени Мина Ашира, направляет специализированное оружие, созданное специально для уничтожения кайдзю, в сердце кайдзю и стреляет из него, вызывая взрыв. Кайдзю разлетается на куски, что также дает понять, что людей нельзя недооценивать. После битвы команда уборщиков отправляется на место сражения, чтобы избавиться от останков монстра, которые разбросаны повсюду вокруг. В то время как машины готовятся к уборке территории, мужчина средних лет по имени Кафка Хибина, который наблюдал за происходящим издалека, наслаждаясь гамбургером. Он также оказывается одним из рабочих, который должен убирать в этом месте. Кафка, который является частью команды ленивых неудачников, известных как подметальщики, чья работа заключается в том, чтобы убирать беспорядок, вызванный кайдзю, задается вопросом, когда же у него будет перерыв. Они без энтузиазма приступают к своей работе. В то время как с другой стороны граждане приветствуют корпус обороны, который победил кайдзю, за их успешную оборонительную победу над монстром. Очевидно, последние пару лет они неустанно работали, чтобы победить этих кайдзю, и, что удивительно, они ни разу не потерпели неудачу или не были ранены. Кафка, который всегда хотел стать членом 3-й дивизии корпуса обороны, проходит мимо них изо всех сил, стараясь не обращать внимания герои, и возвращается к работе. Кафка утверждает, что битва его команды начинается после окончания битвы 3-го дивизиона, и с гордостью заявляет, что работа его команды намного сложнее, чем работа 3-го дивизиона. Тем не менее, никто в городе никогда не заботился о них и вообще не проявлял к ним никакой признательности. Он неохотно срезает кожу с чудовищного трупа и начинает нарезать его мясо. Внезапно один из их членов случайно срезает сгусток крови с монстра, в результате чего горячая, обжигающая кровь разбрызгивается вокруг него и обжигает колени. Итак, Кафка быстро спускается вниз, чтобы обработать свежие раны своих коллег. Пережив такие травмы, он обвиняет 3-е подразделение в том, что оно всегда уходит в беспорядок, в то время как им следовало бы сосредоточиться на поиске более чистого способа борьбы с монстрами. Но поскольку с этим ничего не поделаешь, Кафка продолжает делать свою работу, рассказывая, что правительство строго приказало уборщикам завершить процесс уборки в течение недели, превратив их работу в адскую, из-за чего им придется работать весь день и ночь, чтобы избавиться от монстра-эта останки. Один из руководителей уборщиков подходит к Кафке и поручает ему заняться другим участком поблизости, сообщая ему, что там не хватает уборщиков. Однако этот участок покрыт кишками кайдзю, что вызывает у друзей Кафки жалость к нему, поскольку иметь дело с кишками кайдзю – это очень сложно. Это самый худший опыт, который только может быть у кого-либо в жизни. Так вот, когда Кафка достигает этого места, его тело сдается, он чувствует отвратительный запах какашек, сочащихся из монстра. Это кишечник. Но желание Кафки покончить с этой работой остается непоколебимым, поэтому он быстро сворачивает все дела и возвращается домой поздно ночью, закончив свою адскую работу. Ложась в постель после такой тяжелой работы, Кафка включает телевизор, чтобы посмотреть что-нибудь полезное, но не может заснуть из-за отвратительного запаха, который все еще остается на его коже. Он переключает свое внимание на новости о 3-м дивизионе и наблюдает, как СМИ прославляют лидера этой команды, капитана Мину, которая возглавила этот дивизион в юном возрасте 27 лет. Мало того, она, по-видимому, уже убила более сотни монстров кайдзю, что делает ее одним из лучших элитных бойцов в их стране. Кафка, потрясенный успехом Мины, рассказывает, что когда-то в детстве они были очень хорошими друзьями. В
те времена Кафка всегда хотел быть тем, кто уничтожит Кайдзюса, и призывал Мину присоединиться к нему в его миссии. Мина, которая тогда была в буквальном смысле плаксой, также стала решительной благодаря мотивирующим словам своей подруги и достигла своей цели – уничтожить тех монстров, которые вызывали у нее ужас. Город. Но в отличие от нее, мечта Кафки не осуществилась, и теперь ему приходится работать простым уборщиком, чья работа заключается в том, чтобы убирать свежие экскременты мертвых монстров. Он задается вопросом, как все обернулось именно так, и как он стал таким неудачником. Когда кризис среднего возраста начинает сильно сказываться на нем, он успокаивает себя, используя специальный механизм преодоления. Постоянно повторяя себе, что уборка беспорядка, вызванного Кайдзю, также является важной работой по оказанию помощи людям в его городе. Он утешает себя, заявляя, что у него хорошая комната, и он может поесть те блюда, которые ему нравятся. Но он и сам знает, что этого недостаточно, чтобы утолить его жажду сделать что-то хорошее. В любом случае, на следующий день он отправляется в офис подметальщиков на своем рабочем месте и встречается там с Икавой, студентом-заочником, который также хочет работать с ними уборщиком. Икава, по-видимому, нужен ей только для того, чтобы получить опыт общения с Икайдзю, потому что он хочет однажды вступить в корпус обороны. Услышав это, старший из чистильщиков по имени Такуда смеется и говорит Икикаве, что Кафка тоже был мечтателем, как и он, который хотел вступить в корпус обороны, но не смог. Эта мечта теперь похоронена на глубине 12 футов под землей. Икикава хочет знать, почему Кафка отказался от своей мечты, и в ответ Кафка просто говорит ему, что его упорного труда и способностей было недостаточно, чтобы стать членом корпуса обороны. Так вот, он предлагает Икаве тоже перестать тратить свое время на попытки. Однако Икава обижается на его совет и дает понять, что в отличие от Кафки, он никогда не откажется от своей мечты. Так или иначе, работа по уборке продолжается, и Кафке снова поручают разобраться с кишечником, на этот раз вместе с новым мальчиком Икавой. Позже, во время обеда, Икава полностью теряет аппетит. Поэтому Кафка дает ему витаминный напиток и пару насадок для носа, чтобы он почувствовал себя лучше. Благодаря такому взаимодействию они становятся ближе друг к другу и получают больше удовольствия от совместной работы, чем раньше. Закончив дневную работу, Икикава снова подходит к Кафке и благодарит его за то, что он руководил им в первый день, признавая, что если бы его не было рядом, чтобы помочь, он бы не смог, чтобы пережить первый день. Он также сообщает Кафке, что возрастной ценз для вступления в корпус обороны еще не преодолен. А это значит, что Кафка может попытаться вступить в корпус обороны еще раз. Из ниоткуда за Икикавой появляется Кайдзю и открывает пасть, чтобы поглотить его. Но, к счастью, Кафка использует свои быстрые рефлексы, чтобы спасти мальчика и оттащить его от монстра, дав ему шанс спастись. Тем временем Кафка отвлекает монстра и убегает в направлении, противоположном тому, куда убежал Икава. К счастью, он находит узкий вход, ведущий в строительное здание. Поэтому он заходит туда и прыгает с края, зная, что само падение может оборвать и его жизнь. В этот момент он вспоминает время, проведенное с Миной, когда она плакала из-за того, что семьи, школы и дома всех их друзей были разрушены Кайдзю. Он подбодрил Мину, пообещав ей, что они вместе отомстят Кайдзю за то, что они сделали, и решил присоединиться к корпусу обороны, чтобы вместе убивать Кайдзю. Вернемся в настоящее. Кафка благополучно приземляется на землю и все еще выражает сожаление по поводу того, что не может присоединиться к корпусу обороны. Он поднимает стальную трубу, чтобы использовать ее в качестве оружия против Кайдзю. Однако у него недостаточно сил, чтобы нанести удар монстру, и он получает тяжелую травму со сломанной правой ногой. Когда он отказывается от своей жизни, зная, что ему не спастись, Икикава приходит туда, чтобы спасти его, говоря ему не отказываться от своей мечты. Чтобы спасти обоих отважных чистильщиков, туда прибывает таинственный белый тигр и заботится о Кайдзю, уничтожая его в мгновение ока. Глаз. Из-за чего у Икикавы и Кафки полностью отвисают челюсти, перед ними появляется Мина, которая оказывается владелицей свирепого белого тигра. Но она даже не смотрит на Кафку, как будто смущена его присутствием, и немедленно уходит. После битвы и Кафка, и Икикава отправляются в больницу, чтобы залечить свои травмы. Кафка, который не верит своим глазам, видя, как его подруга детства игнорирует его существование, не осуждает ее. Напротив, он признает, что ее сила была настолько велика, что она смогла убить такого гигантского монстра в одно мгновение. Икикава привлекает внимание Кафки и называет его действительно удивительным человеком за то, что он рисковал своей собственной жизнью, чтобы спасти других. И именно поэтому он считает, что такой человек, как Кафка, определенно должен вступать в корпус обороны. Кафка также понимает, что он не может отказаться от своей мечты
мечты только потому, что он немного хуже других кандидатов. И поэтому он решает попробовать еще раз на вступительных испытаниях, поблагодарив Икикаву за то, что он мотивировал его на это. В этот момент перед Кафкой появляется маленький кайдзю размером с птицу, и прежде чем он успевает это осознать, он проникает внутрь его тела, превращая его в демонического существо в форме Годзиллы, или, как некоторые назвали бы его, дешевая копия Оверлорда. Икикава, который наблюдает за происходящим, совершенно сбит с толку ужасающей трансформацией своего старшего брата. Но он быстро понимает, что внутри он тот же самый парень, что и раньше. Этот неожиданный поворот событий заставляет Кафку осознать, что если он не сбежит, спасая свою жизнь, корпус обороны скоро найдет его и убьет. Эй, ребята, раз уж вы уже здесь и наслаждаетесь видео, почему бы вам также не нажать кнопку подписки на своего старого приятеля Л здесь? Если у нас наберется 300 подписчиков, возможно, я раздам свое специально испеченное печенье. Вот и все, что нужно для этого видео. Кафка в очередной раз сталкивается с воспоминаниями о Мине из их детства. Кафка с самого начала был большим поклонником аниме и манго-комиксов, что, по мнению Мины, было пустой тратой времени. Так вот, она высмеивала его за его одержимость вымышленными историями и за то, что он думал, что он мог бы быть похож на одного из главных героев этих манг. Но в то же время ей нравилось его глупое поведение и чрезмерная забота, и она поблагодарила его за то, что он всегда был рядом с ней. Вернемся к настоящему, у Мины больше нет прежних чувств. Она и ее команда защиты получили информацию о том, что видели кайдзю, в результате чего двое чистильщиков, Кафка и Какава, были госпитализированы. Итак, она вместе со своей командой готовится уничтожить кайдзю, зная, что если они не будут действовать быстро, это приведет к нежелательным жертвам. Тем временем многие страницы в социальных сетях, новостные каналы и аварийные сигналы также информируют жителей города о наблюдениях кайдзю, побуждая их, чтобы оставаться встревоженными и в безопасности в своих домах. С другой стороны, в больнице Кафка, превратившийся в кайдзю, отлично справляется со своей работой, наводя ужас на своего приятеля-старика, который находится в больнице. И Какава, будучи единственным понимающим человеком, пытается прояснить недоразумение, говоря дедушке, что Кафка – человек. Кафка также пытается показать, что о книге не следует судить по ее обложке, и излучает доброжелательную улыбку, которая оказывается настолько пугающей, что вызывает у дедушки отвращение. Старик потеряет сознание. Кафка понимает, что уродство иногда приносит свои преимущества, так как он обнаруживает, что обладает сверхсилой в своей нынешней форме. Его случайное разрушение больничных стен вызывает тревогу у других пациентов, которые немедленно убегают и звонят в корпус обороны, чтобы разобраться с миниатюрной Годзиллой. Икикава предлагает Кафке сбежать оттуда через окно, чтобы не запутаться в корпусе обороны, и спрыгивает перед ним, чтобы придать ему смелости также сбежать. Сделай решительный шаг. Команда Мины узнает, что кайдзю, которого они преследуют, сбежал из больницы. Поэтому они также меняют маршрут и устремляются в том направлении, куда убежал кайдзю. Икикава, который не может поверить, что его невинный старший брат превратился в кайдзю, задается вопросом, как такое вообще возможно. Все еще убегая с публичного сайта, Икикава оборачивается, чтобы посмотреть, все ли в порядке с Кафкой, и обнаруживает, что брат мутировал еще больше. Как будто он и без того был недостаточно уродлив. Он еще и добавляет к себе отвратительные качества и съедает птицу живьем, используя свой паразитический язык, чтобы схватить ее. Утолив свой аппетит, Кафка возвращается к своей первоначальной форме кайдзю, когда понимает, что их ждут еще большие неприятности. Икикава предполагает, что Кафку вот-вот поглотит его внутренний демон. Но Кафка объясняет, что это не так, и заявляет, что ему внезапно захотелось в туалет. Не желая опорочить себя на публике, помочившись на улице, Кафка задается вопросом, что ему следует сделать, чтобы защитить свое достоинство. Судя по тому, что видит Икикава, он упоминает, что у Кафки даже нет всего необходимого для этого. На что Кафка объясняет, что его версия кайдзю использует соски для высвобождения предметов. По крайней мере, мужские соски теперь наконец-то функционируют. И Икикава, и Кафка находят этот метод номер один шокирующим, но они не слишком в этом сомневаются, поскольку у них есть другие поводы для беспокойства. И Какава считает, что им следует продолжить свой бег, но Кафка выражает желание покончить с собой. Как он теперь знает, ни одной женщине никогда не придет в голову выйти за него замуж из-за того, на что способны его соски. Это просто сногсшибательно, что он думает, что наличие сосков – единственное препятствие на пути к его браку теперь после того, как он превратился в монстра. В любом случае, Кафка считает, что теперь, когда он стал суперсильным, он может вступить в корпус обороны. Но Икикава не думает, что это когда-нибудь произойдет,
потому что корпус обороны направлен исключительно против существ, подобных Кафке. Из-за чего Кафка понимает, что он никогда больше не сможет восстановить свою дружбу с Миной. На данный момент они с Итикавой решают спрятаться за закрытым зданием, как вдруг Кафка чувствует, что что-то движется у них под ногами. Когда он понимает, что это еще один кайдзю, который выходит из-под земли, он вырывается на открытое пространство прямо за углом квартала. Мине сообщают о появлении второго кайдзю, но узнав, что он находится в том же районе, где находится их первая цель, она продолжает двигаться к этому месту со своей командой. Хотя Кафка и хочет сразиться с этим новым кайдзю, используя свою новообретенную силу, Икукава останавливает его, так как считает, что это идеальный шанс для них спрятаться, поскольку корпус обороны будет занят борьбой с кайдзю. И так они скрываются, что позволяет монстру вызвать массовые разрушения в округе, что приводит к безвременной кончине всей семьи маленькой девочки. Маленькая девочка отчаянно пытается освободить свою мать из тех передряг, в которых она застряла. Точно так же, как монстр приходит туда, чтобы пожрать свою жертву, Кафка приходит туда, чтобы спасти положение. И одним сильным ударом она прогоняет монстра прочь. Маленькая девочка, которую поначалу напугал внешний вид Кафки, быстро понимает, что он совсем неплох. Поэтому она обращается к нему за помощью, прося спасти ее умирающую мать. Пока они заняты спасением матери из-под обломков, это дает монстру достаточно времени, чтобы вернуться туда и попросить Итикаву отвезти мать и ребенка в безопасное место. Кафка преисполняется решимости преподать монстру урок. Он бьет так сильно, как только может, вкладывая в удар всю свою энергию и наносит апперкот с такой силой, что из-за этого монстр истекает бесконечным количеством крови. И каждый из них понимает, что Кафка сильнее, чем все силы обороны. Единственный вопрос, на который остается ответить, это как Кафка собирается наладить хорошие отношения с силами обороны. Маленькая девочка благодарит Кафку за то, что он спас жизнь ей и ее матери, и это заставляет его вспомнить то время, когда Мине было примерно столько же лет, сколько ей. Она также поблагодарила его за то, что он всегда был рядом с ней. Они бродили по полям, ведя себя как герои, потому что оба хотели стать единым целым. Это воспоминание заставляет Кафку осознать, что ему нужно присоединиться к силам обороны, чтобы снова быть рядом с Миной. И само это желание позволяет ему снова вернуться к своему человеческому облику. Вскоре после этого, когда Мина со своей командой прибывает на место, где появился монстр, она узнает, что третья сторона уже разобралась с ним, оставив только пятна крови, разбросанные повсюду. Задаваясь вопросом, кто бы мог быть этим таинственным героем, Мина задает вопросы живому свидетелю, который является никем иным, как маленькой девочкой. Когда она спрашивает девочку о том, кто это сделал, маленькая девочка утверждает, что видела обычного кайдзю размером с человека, который уничтожил монстра одним апперкотом. Маленькая девочка умоляет Мину не причинять вреда кайдзю, который сражался за человечество, называя его хорошим кайдзю. Это заставляет Мину задуматься, как вообще любой здравомыслящий человек может считать монстра хорошим. В любом случае, ее команда рисует кайдзю Кафки, основываясь на показаниях маленькой девочки, и называет его кайдзю номер 8. Что объясняет, почему аниме носит такое название. Судя по всему, силы обороны дают кодовые имена только тем кайдзю, которых они считают наиболее опасными. И, включая Кафку, до сих пор были названы имена только 8 кайдзю. Привет, ребята! Раз уж вы уже здесь и наслаждаетесь этим видео, почему бы вам также не нажать кнопку подписаться на своего старого приятеля Л здесь? На самом деле подписывается лишь небольшой процент людей, которые смотрят мои видео. Если у нас будет 300 подписчиков, возможно, я отправлю одному из вас коробку специально испеченного печенья моей мамы. В любом случае, вернемся к видео. Прошло 3 месяца с момента первого появления 8-го кайдзю, и Икикава и Кафка снова начали работать уборщиками, делая вид, что ничего не произошло. Тамошние уборщики, которые узнали из новостей, что корпус обороны не смог найти кайдзю номер 8 за последние несколько месяцев, сбиты с толку. Потому что корпус обороны никогда так плохо не справлялся со своей работой. Предыдущее задание. Несмотря на то, что все правоохранительные органы ищут кайдзю номер 8, все по-прежнему идет хорошо, потому что никто не знает, что Кафка – это кайдзю номер 8. Икава рассказывает, что и он, и Кафка сдавали вступительные экзамены в корпус обороны, и пришло время оглашать их результаты. Как и ожидалось, Икава сдает первый тур вступительных экзаменов, который взволнованно мчится на рабочее место Кафки, сообщая ему новость о том, что он тоже сдал первый раунд.
Кафка, который в одиночку работал на месте уборки, оказывается в своей форме кайдзю, просто прохлаждаясь вокруг обедает. И получает заслуженный пинок в живот от Икикавы за то, что он слишком легкомысленно относится к происходящему. Хотя в настоящее время он является самым разыскиваемым человеком в их стране. Понимая, что ему не следует безрассудно демонстрировать свою форму кайдзю, Кафка извиняется перед Икикавой и вытирает свое демоническое лицо. Однако демонические зубы все еще остаются даже на его человеческом лице, за что его ругают еще больше, так как он должен был освоить свою трансформацию за эти 3 месяца. Крича на Кафку, Икикава сообщает ему, что его форма кайдзю появилась в новостях, а это значит, что теперь все в порядке. Общественная информация. И если хотя бы один человек увидит Кафку в его форме кайдзю, у него будут серьезные неприятности. Теперь, когда он все понял, Икикава объясняет, почему их не заподозрили в том, что они были в больнице. Он рассказывает, что после победы над монстром, тогда они оба сразу же отправились обратно в больницу, утверждая, что убежали за угол, чтобы быть в безопасности от атак кайдзю, что, к счастью, всех одурачило. И да, старик тогда видел их обоих. Но его заявлениям нельзя доверять из-за его преклонного возраста. Так что, двигаясь дальше, Кафка получает свои результаты, но они его не слишком радуют. Несмотря на то, что он мечтал сдать эти экзамены один раз, что удивляет Икикаву, Кафка объясняет, что он всегда сдавал в первом туре, поэтому он совсем не в восторге от этого. И с гордостью показывает, что он каждый раз терпит неудачу только во втором туре отбора. Но теперь, когда он побежден, он уверен, что и второй раунд пройдет гладко. Однако Икикава не думает, что Кафка сможет использовать свои сверхспособности во втором раунде, потому что многие опытные офицеры корпуса обороны будут строго следить за всеми испытуемыми. Несмотря на это, Кафка хочет попробовать и выложиться полностью, потому что это действительно его последний шанс наверстать упущенное. Его старая подруга Мина. Итак, поскольку цель обоих метельщиков пройти во второй раунд, они начинают считать себя соперниками и готовятся к тому, что вот-вот произойдет. «Приходи скорее». Кафка пытается открыть бутылку, но из-за того, что он слишком слаб, он превращается в свою форму кайдзю и открывает ее. Что Икикава мгновенно понимает, что этот мошенник вот-вот попадет в большие неприятности во втором раунде. Как бы то ни было, через 10 дней в западном Токио состоится второй тур отборочных испытаний в силы обороны. 2 чистильщика, Икикава и Кафка, прибывают на испытательный полигон и поражаются тому, насколько велика штаб-квартира сил обороны в западном Токио. Они замечают, что повсюду в этом районе много вооруженных солдат, готовых позаботиться о любых неприятностях, что заставляет Кафку понять, что если он случайно превратится там, он будет отправлен в мир Исекай, прежде чем удалить историю посещенных страниц. Туда прибывает еще много кандидатов. Один парень с розовыми волосами на велосипеде, зеленоволосый бродяга пешком и блондинка в спортивном костюме. Все они побуждают Кафку выложиться по полной против этой молодежи. Богатая молодая девчонка с 2 хвостиками тоже прибывает туда, и выясняется, что у нее есть собственный дворецкий. А это значит, что у нее, вероятно, уже есть связи, которые позволят ей поступить в корпус обороны. Она пытается привлечь внимание Кафки, называя его дядей, и говорит ему, чтобы он переставил свой мусоровоз, так как она хочет припарковать там свой роскошный автомобиль. Кафка упоминает, что здесь много открытых мест. Но богатая девчонка ясно дала понять, что хочет, чтобы ее машина стояла там, потому что ей так хочется. Когда она затевает драку со стариком Кафкой, он приходит в ярость и решает научить ее хорошим манерам, но она показывает, какая она сильная, поднимая руку Кафки. Грузовик голыми руками и выбрасывает его, давая понять, что с ней нельзя связываться, гордо представившись как Кикуру Шинамия. Сразу после того, как она выбросила служебный автомобиль Кафки, она подходит вплотную к Кафке, обвиняя его в том, что он пахнет точно так же, как обычно пахнет кайдзю. Чтобы избежать каких-либо подозрений, Икикава вмешивается и говорит Шиномии, что Кафка пахнет как кайдзю только потому, что он уборщик, чья повседневная работа заключается в уничтожении трупов кайдзю. Икикава также упоминает, что он сам подметальщик, что заставляет Шиномию задаться вопросом, что, по его мнению, эти подонки, не имеющие социальных статусов, делают здесь, принимая участие в экзамене корпуса обороны. Вместо того, чтобы дать ей ответ, Кафка возвращается к своему служебному грузовику, поднимает его голыми руками и паркует на открытом месте, давая понять, что его нельзя забрать только потому, что он старик, не имеющий социального статуса. Шинемия, с другой стороны, не понимает, откуда у человека столько силы, если у него даже нет личного костюма, как у нее.
Именно поэтому ее сила была увеличена в 100 раз больше, чем обычно. Она понимает, что ей не следует связываться с Кафкой, поэтому вместо этого она приказывает своему дворецкому быстро припарковать их машину, прежде чем он сможет вернуть свой мини-грузовик. Шинемия, который всегда думал, что эти вступительные экзамены были просто формальностью без какой-либо конкуренции, наконец-то думает, что все может измениться, чтобы быть интересным. Она говорит Кафке, что скоро отомстит за унижение, с которым столкнулась сейчас. Она уходит и направляется в испытательный зал вместе со своим дворецким и 2 личными телохранителями. И Кикава тем временем приходит в ярость на Кафку, потому что считает, что Кафке нет необходимости демонстрировать свои скрытые способности Синемии. Он уже много раз говорил Кафке, что тот не может использовать свои способности безрассудно, как будто кто-то догадывается, что что-то не так. Он умрет от рук корпуса обороны или, что еще хуже, станет лабораторным экспериментом для правительства, понимая, что ему не следовало показывать свои способности, обращаясь к Шиномии. Кафка извиняется перед Икавой и обещает, что в следующий раз будет более осторожен. Так или иначе, они собираются и направляются в экзаменационный центр корпуса обороны, оба полны решимости пройти тест любой ценой. Скоро начнется 2-й тур вступительных экзаменов, включающий множество физических тестов, из-за которых Кафке приходится нелегко в своей человеческой форме. Несмотря на то, что он действительно усердно работал последние пару месяцев, он не успевает за другими и в конце концов едва справляется с тестом на выносливость. Он узнал от Икавы, что следующей частью медосмотра будет проверка физической формы и способностей. Поскольку не у всех есть способности, Икава предлагает Кафке полностью выложиться в тесте на физическую форму. Так что, соответственно, Кафка выкладывается полностью в тесте на физическую форму, используя только свои человеческие силы. Но вскоре понимает, что стал слишком слабым из-за своего возраста. Оставшись позади, Кафка подумывает о том, чтобы использовать свои силы, но из-за предупреждений Кикавы он этого не делает. И в результате оказывается на 6-м месте, в самом низу рейтинга, то есть. С другой стороны, Шиномия, которая добралась до вершины рейтинга, сгибает свой итоговый лист, показывая его Кафке, говорит ему, что он действительно должен знать свое место, и напоминает ему о его низком социальном статусе. Оставшись без чувства собственного достоинства, Кафка задается вопросом, что же ему делать. Но поскольку он не хочет делать испытания несправедливым для других, используя свои способности кайдзю, он просит Икаву дать ему свое бесценное руководство. С другой стороны, Мина получает список претендентов на этот год. И, найдя заявление Кафки, она на мгновение останавливается, намекая на то, что, возможно, у нее все еще есть какие-то чувства к парню, которого она игнорировала все эти годы. Она узнает больше о кандидатах от своего подчиненного. И, по его словам, первым человеком, который бросается в глаза в этом году, является Харуичи Изумо, который получил высшее образование в своем классе в самом престижном университете Токио. Я надеюсь стать самым многообещающим кандидатом этого года. Изумо занял 2-е место на экзамене по физической подготовке. Икава, который также рассказывает Кафке о кандидатах, рассказывает ему о другом многообещающем кандидате по имени Ихару Фурахаши, который занял 3-е место на экзамене по физической подготовке и, по сути, обладает сверхсилой. Следующая сделка, самая крупная в этом году. Это Аои Кагураги, которая является новичком в силах самообороны Японии и заняла 1-е место на экзамене по физической подготовке. Хотя он и был выбран, чтобы стать элитой вооруженных сил Японии, вместо этого он решил поступить в корпус обороны, так как его цель – победить кайдзи. Точно так же, как и эти трое, есть гораздо более многообещающие кандидаты, которые пытаются стать элитными офицерами, и именно поэтому это имеет большое значение. Это усложнило ситуацию на неделю, ведь никто, кроме Кафки, не смог бы получить хорошую оценку на этих экзаменах. И Кикава также упоминает о самой юной девочке, которая участвовала в этом экзамене в качестве кандидата. Это богатая девчонка Шиномия, которую многие люди считают величайшим талантом из когда-либо существовавших. В то время как другие лучшие кандидаты с нетерпением ждут, как выступит Шиномия. Кафка, с другой стороны, только завидует ей. Мало того, она унижает его и избивает его телохранителями на глазах у всех остальных кандидатов, которые недоумевают, что вообще происходит с этим старым неудачником. Несмотря на то, что он был унижен боевым духом Кафки Шиномии Лоуэра, он не теряет надежды, так как 2-я часть их теста посвящена уничтожению трупа кайдзю, что является компетенцией уборщика. Вице-капитан 3-го подразделения корпуса обороны Хосина собирает всех кандидатов и приступает к тестированию, предлагая им проявить себя с наилучшей стороны в тестировании на профпригодность. Однако он неожиданно сообщает, что они не будут избавляться от трупов кайдзю. Вместо этого они будут уничтожены как живые, дышащие кайдзю. Понимая, что это не под силу никому, Кафка теряет всякую надежду пройти 2-е испытание.
В любом случае он и другие кандидаты носят испытательное снаряжение, которое используется корпусом обороны. Поскольку каждый человек надевает свой боевой костюм, он не только увеличивает их физическую силу, но и становится связанным с их телом, делая каждый нейрон их тела более отзывчивым, чем когда-либо. Имея в своем распоряжении лучшее оружие для борьбы с кайдзю, кандидаты готовятся к битве. Оператор использует минутку, чтобы рассказать всем, что их боевое снаряжение может высвободить определенное количество энергии в их теле, и показывает, что, как и Икикава, другие лучшие кандидаты также стали способными, чтобы высвободить почти 10-15% своей боевой мощи. Оператор также утверждает, что скафандру удалось раскрыть 20 способностей только при первом использовании. Но когда они узнают, что Чинамия может раскрыть ошеломляющие 46% силы скафандра, становится ясно, почему ее называют талантом века. С другой стороны, талантливый неудачник средних лет не смог раскрыть никакой боевой мощи, что делает костюм совершенно бесполезным для боя. И это открытие также заставляет экзаменатора расхохотаться, так как он никогда не видел кого-то настолько бездарного, как он. Кафка пытается раскрыть свой потенциал, сгибая колени, но мы все знаем, что произойдет, если он продолжит сжимать вещи в таком положении. Видя, как Кафка пытается отлить с непроницаемым лицом, экзаменатор Хашина снова разражается смехом, задаваясь вопросом, что же это за комик такой, сдаю экзамен в вооруженных силах. С другой стороны, Шинемия, которая видела суперсилу Кафки, злится на него, так как знает, что он намеренно скрывает это от всех. Но в любом случае, поскольку все настроены против Кафки, экзаменатор Хосина наконец приступает к финальному тесту. Инструктор Хосина выводит всех участников на поле для следующего этапа соревнований. Он говорит им, что они будут сражаться с Ханджу и 36-яджу. Это были те самые кайдзю, которые напали на город несколько месяцев назад, и они были захвачены в качестве испытательных объектов. Они опасны и пугливы, и в результате за всеми участниками будет следить беспилотник, чтобы выяснить, серьезно ли они ранены. Если участник получит травму таким образом, что не сможет продолжать, ему выдадут щит и удалят с поля боя. Конкуренция. Однако это также будет означать, что участник потерпел неудачу. Хосина предупреждает их всех о том, что этот этап соревнований самый сложный и рискованный. Так что он никому из них не советует участвовать, но если они хотят, то пусть идут. Все участники начинают игру и наблюдают, как Кикару бросается карабкаться по стенам и убивать монстров. За 2 секунды она успешно победила 12-го Яджу и 3-го Яджу. И Кикава и Кафка наблюдают за тем, как она делает все это, и удивляются, почему они не могут быть так же хороши, как она. Кафка привлекает внимание Итикавы, говоря ему, что им тоже нужно убить нескольких Яджи. С другой стороны, Итикава тоже чувствует вдохновение сражаться и утверждает, что это его стиль, и он тоже должен убить достаточное количество Яджи. К сожалению, у них нет никакого снаряжения для стрельбы, и они не вооружены для боя. Это так раздражает их, что они недоумевают, как Кикару может победить такое количество Яджу, в то время как они сами ничего не могут сделать. Пока они погружаются в это, они слышат еще одно объявление от Хосины, который сообщает им, что Мина Ашира также участвует в конкурсе, и они должны поприветствовать ее своими замечательными работами. Если вспомнить историю, связанную с ней, Кафка совсем не хочет проигрывать. Он спрашивает Икикаву, знает ли тот причину, по которой старшеклассники решили использовать беспилотники и преследовать их. Он считает, что если нужно узнать количество кайдзю, которых убил каждый из них, то они могут сделать это, проверив датчики своего тела. Следовательно, он думает, что причина в том, чтобы выяснить, как они собираются участвовать в бою. Эмоциональный интеллект всех бойцов и то, как они принимают трудные решения перед лицом опасности. В результате, даже если у них нет боевого оружия для борьбы с кайдзю, они должны помогать тем, кто лучше подготовлен для этой цели. Икикава обдумывает его предложение, и они отправляются помогать остальным. Они наблюдают, как некоторые из их коллег безуспешно пытаются подстрелить кайдзю, и когда Кафка выглядит хорошо, он понимает, что однажды уже сражался с этим кайдзю. Он понимает, как победить его, и бросает в кайдзю гранату. Он сообщает остальным, что у кайдзю очень близорукое зрение, но острый слух. Так что теперь, когда у него заложены уши, он не сможет услышать выстрелы, и они смогут победить его. Он также советует им стрелять кайдзю в живот, потому что желудок – самая чувствительная часть кайдзю, и таким образом они смогут победить его. Мальчики прислушиваются к его совету и с удивлением осознают, что он прав. Они называют его семьей Кикуру, а он кричит, что у него тоже есть свой характер. Он продолжает работать с Икавой, чтобы найти свою следующую цель. По пути Яджу хватает его в руки и швыряет об стену.
Он теряет несколько ребер и некоторые органы на теле, пока Икава зовет его. Хосина обнаруживает на своих сенсорах, что он почти умирает, и они также видят, что Иджу приближается к нему. Кафка напоминает, что если он ослабеет и не сможет продолжать движение или убежать, то будет защищен от конкурентов. И это также будет означать, что он потерпел неудачу. Он не хочет потерпеть неудачу в этом соревновании, поэтому пытается бороться. Хашира сообщает ему, что его органы отказывают, и поскольку они не хотят, чтобы кто-то пострадал, они оградят его от этого. Хашира комментирует, что он знает, что Кафка будет одним из первых, кого потеряют, и несмотря на то, что у него отличная личность и он забавный, он всего лишь слаб. Как раз в тот момент, когда они собираются защитить его, выстрел сзади убивает Иджу. Он рад, что кто-то спас его из этой неловкой ситуации, но его помощником является никто иной, как Кикару. Она говорит ему, что спасла его только для того, чтобы он не мешал ее миссии. И он должен продолжать безжизненно лежать на полу, как трус, которым он и является, пока она идет вперед, чтобы убейте всех кайдзя в округе. Она уходит, а Хашира сообщает Кафке, что у него сломан позвоночник, его внутренние органы отказывают, а ноги настолько слабы, что он не может идти дальше этого места. Он спрашивает его, не хочет ли он сдаться, но Кафка думает обо всем, что он потерял, чтобы добраться до этого места. Именно в этот момент его силы на нуле, и он никак не может выжить. Он кричит и говорит, что не сдается. Он настаивает на том, что единственный человек, который может заставить его сдаться, это он сам. И он устал ставить себя в неловкое положение перед человеком, которого он хочет поддерживать. Он признает, что единственный способ быть рядом с ней – это быть сильным и не сдаваться. И он зашел слишком далеко, чтобы останавливаться сейчас. Все задаются вопросом, откуда берется его новообретенная сила, когда он заявляет, что отдал свою жизнь, чтобы достичь этой точки. И даже если я лишу его жизни, он не сдастся. Его численность сокращается до 0,1%, пока он борется со сломанными ногами, чтобы встать и продолжить бой. Он поднимается на ноги и решает продолжить путешествие. Он кричит, когда они наблюдают за ним в ситуационной комнате. И они шокированы тем, что он стоит, потому что у него полностью сломаны ноги. Хашира предупреждает его, что у него внутреннее кровотечение, и если он настаивает на том, что хочет продолжить соревнование, он может продолжать. Но если он станет слишком слаб, чтобы продолжать, они активируют его щит. Это значит, что он проиграет. Он настаивает на том, что продолжит, и говорит Икаве, что ему следует продолжить соревнование. К его удивлению, Икава протягивает к нему руки и просит его прийти. Он вспоминает ситуацию, когда он тоже был слаб, и Икава помог ему. Он признает, что Икава – человек, способный справиться с любой ситуацией, и говорит Икаве, что если они вместе переживут все остальные соревнования, то смогут пережить и это. Он забирается на Икаву, чтобы Икава мог стать его ногами, и он мог продолжить путешествие. За ними наблюдают в ситуационной комнате, и они смеются. Хашира издевается над тем, что даже если их не принимают в команду за их навыки, они должны быть приняты за их юмористическую игру, потому что они оба немного не в себе. Они продолжают соревноваться, а другие игроки пялятся на них, потому что они выглядят как дураки. И Кикава жалуется, что их коллеги пялятся на них. Но Кафта убеждает его, что ему не нужно беспокоиться, и что пока они заканчивают игру, с ними все в порядке. Он просит Икакаву найти Кикару, чтобы они могли поддержать ее. С другой стороны, игроки противостоят последнему кайдзю, и он сильнее, чем они ожидали. Остальные делают все возможное, чтобы победить его, но их усилия не приносят результата. Как и ожидалось, Кикуру выскакивает на сцену и говорит им, что они не могут победить ее. Она прыгает на кайдзю и стреляет в него. Она пытается закончить кайдзю, но он немного сильнее ее. Кафта просит Икикаву нести его быстрее, чтобы они могли добраться до Кикару и убедиться, что они помогут ей победить кайдзю. Икикава устал, потому что Кафта тяжелее, чем он ожидал, но ему трудно сказать об этом Кафте. Кафта призывает его использовать силу их щита, чтобы поддержать себя, чтобы они могли добраться до Кикару. Поскольку Икава бежит быстрее, Кафта тоже устает. Во время боя Кикару находит незакрепленную часть кайдзю и поднимает последнюю атаку. Она успешно наносит последний удар и убивает последнего кайдзю. Она вздыхает от радости, когда выигрывает битву за свою команду, и они переходят к следующему этапу соревнований. Ситуация в ситуационной комнате просто шокирующая. Хосина ожидал, что большинство участников в этот момент проиграют. Он чувствовал, что сможет отправить в отставку по меньшей мере 30 участников. И на тот момент ни один из них не был дисквалифицирован. И самое худшее, что с ними случилось, это травмы.
Все они признали, что добились результата, которого не ожидали, и признали, что единственная причина, по которой участники смогли выжить до такой степени, это Кику. Все они знают, что Кику – дочь режиссера Шинамеи, и они восклицают, что не могли ожидать, что дочь режиссера окажется такой. Чтобы быть в середине. Она выглядит так, как будто она была бы большим плюсом для команды защиты, потому что она поддерживает и следит за тем, чтобы ее товарищи по команде были в хорошей форме. На поле она довольна тем, что сделала в тот день, и смотрит на небо, задаваясь вопросом, гордится ли ее отец ею и ее друзьями. Если он почувствует, что у нее сейчас все так хорошо, как он думает. С другой стороны, у Итикавы в конце концов со спины капает кафта. Поскольку первая часть игры закончилась, они надеются на лучшее и ожидают результата, чтобы узнать, смогут ли они пройти в следующий этап. Внезапно Кикуру получает пулю. Ей требуется 2 секунды, чтобы понять, что происходит, и она концентрирует свою энергию на этой части своей раны, чтобы выжить. Кафта разговаривает с Итикавой о Кикуру. Поскольку это был один из немногих случаев, когда они с ней сталкивались, они признают, что она именно то чудовище, за которое они ее принимают. Она самая сильная в команде, и она всегда поддерживает их. Это плюс для любой команды, в которую они попадают. Если бы только они знали, что в героя тоже стреляли. Кикуру прижимает щит к груди, чтобы выжить. Она задается вопросом, какой кайдзю стрелял в нее. Директора в ситуационной комнате тоже слишком отвлечены. Кикару залечивает свою травму, и кайдзю разговаривает с ней, спрашивая, что происходит в ее теле. Она потрясена, увидев говорящего кайдзю, и признает, что это один из высших разумных существ. После того, как она вылечилась, она пытается сопротивляться. В оперативном центре сработала аварийная сигнализация, и Хашира пытается выяснить, что произошло. Они обнаружили, что в кайдзю есть аномалия, и мертвые оживают с более чем 6 очками интеллекта. Это высокоинтеллектуальные кайдзю, победить которых могут только он сам и, вероятно, Ашира. Ашира приказывает ему попросить всех учеников укрыться в ближайшем убежище, а также попытаться эвакуировать учеников, пока она будет сражаться с кайдзю. Они объявляют ученикам, что пора уходить, и все начинают убегать, но Кикуру отказывается. Она настаивает, что не хочет быть трусихой и заставить своего отца гордиться ею. Она твердо стоит на своем, но кайдзю снова стреляет в нее и отбрасывает к стене. Она вспоминает свое детство, когда был опубликован один из ее школьных результатов, и она была первой в классе. Родители поощряли других учеников, у которых результаты были ниже, чем у нее, но ее отец даже не смог поздравить ее. Дворецкий сказал ей, что ее отец вернется вечером, и она рассказала отцу о своем результате. Вместо того, чтобы подбодрить ее, он спросил, что она чувствует, и считает ли она, что ей достаточно одного успеха. Он сказал, что если он будет хвалить ее за успех, это приведет к неудаче. Он напоминает ей о ее долге перед страной и о том, что она должна гордиться своей покойной матерью. Ради своей матери Синемия отказывается проигрывать, и с решимостью победить горящий в ее сердце она шагает навстречу монстру с пистолетом. Монстр отбрасывает ее к стене, но она снова встает, давая клятву продолжать двигаться, пока не победит. Кайдзю. С желанием и приказом своего отца стать сильнейшей из всех, кто когда-либо был на поле боя, Шинемия продолжает сражаться, даже несмотря на то, что ее рука сдалась. Когда она непреднамеренно роняет пистолет из своей руки, она понимает, что кости в ее руке сломались на куски, а это означает, что там нет оружия. Она никак не может продолжать в том же духе. Тем временем экзаменаторы, которые пристально следили за Шиномией, посылают Ариэль поддержку, чтобы помочь ей. Они понимают, что что-то не так, и когда они видят кайдзю, это сбивает их с толку, так как ни один другой кайдзю до этого не демонстрировал таких удивительных способностей к регенерации. Ведущий аналитик также замечает, что кайдзю собирает энергию внутри своего рога, чтобы нанести массированный удар по Шиномии. Поэтому она немедленно сообщает об этом Мине и Хосине, которые спешат спасти ее, поскольку она является величайшим талантом в этом столетии. К сожалению, они не успели вовремя, в результате чего Шиномия сдалась и опустилась на колени, принимая свою смерть от кайдзю. На пороге смерти она просит прощения у своего отца за то, что подвела его и была недостаточно совершенной. Кафка приходит как раз вовремя, советует Шиномии пока не сдаваться и спасает ее от уничтожения эволюционировавшим кайдзю. Говоря об этом, он сам эволюционирует в свою форму кайдзю, чтобы сразиться с кайдзю, и без каких-либо колебаний показывает ей свою истинную форму побежденного. Тем временем другие кандидаты продолжают сражаться с кайдзю и начинают эвакуацию района, поскольку все кайдзю в этом районе продолжают регенерировать снова и снова.
Икава, с другой стороны, надеется, что Кафка не будет уничтожен корпусом обороны после того, как они увидят их в своей форме кайдзю. Икикава рассказывает, что когда они с Кафкой тоже собирались эвакуироваться, Кафка услышал от старшеклассника, что жизнь Шиномии в опасности. Опасность. Так что даже не обсудив это с Икикавой, Кафка без колебаний бросился в тот район, чтобы спасти ее. Говоря о них, Шиномия теряет дар речи, узнав, что старик, которого она дразнила весь день, на самом деле кайдзю. Кафка в своей ужасающей форме неожиданно опускается на колени и умоляет Шиномию не говорить корпусу обороны, что он может превратиться в кайдзю, потому что они обязательно это сделают. Устраните его, если они узнают правду. Монстр пытается прервать их беседу, запуская в них энергетический заряд. Но Кафка просто направляет атаку в другую сторону, отбивая ее ударом кулака, зная, что монстр не собирается останавливаться. Кафка встает и говорит Шиномии, что он все ей объяснит, как только разберется с этим монстром. Ведущий аналитик, у которого нет визуального представления о ситуации Шиномии, обнаруживает, что происходит сильный прилив энергии, который невозможно генерировать даже кайдзю, что заставляет ее чувствовать себя неуютно. Подозреваю, что там появился кайдзю номер 8. Она сообщает Хашане о показаниях приборов, но он называет это системным сбоем, так как нет никаких шансов, что кто-то сможет генерировать столько энергии. Кафка тем временем включает режим Супер Аян и мощнейшим ударом превращает кайдзю в ничто, оставляя Шиномию в покое. С благоговейным трепетом, поскольку ей самой не удалось даже повредить его. Как бы то ни было, Кафка избавляется от всех остальных кайдзю поблизости, а затем возобновляет свой предыдущий разговор с Шиномией, еще раз умоляя ее не сообщать о нем в корпус обороны. Он возвращается к своему первоначальному человеческому облику и выражает, как он рад, что Шиномия в безопасности. Икикава подходит к Кафке и бьет его рукой по лицу за то, что он рискнул подвергнуться такому разоблачению. Пока они спорят из-за пустяков, Шиномия теряет сознание из-за избытка потерянной крови. Хосина и Мина прибывают на место, где обнаруживают, что монстры превратились в ничто, что заставляет их задаться вопросом, кто стоит за казнью кайджи. Но часть расследования закончена, и их главным приоритетом является безопасность эксперта. Так что как только они узнают, что Кафка и Икикава благополучно доставили Шиномию на базу, они почувствуют облегчение. Мина отправляет группу расследования, чтобы выяснить, кто или что сделало это с кайдзю здесь, а тем временем отправляется с Хосиной в другие места, чтобы избавиться от кайдзю, которые все еще остались в живых. Обследование подходит к концу, и Кафку отправляют в госпиталь корпуса обороны, хотя он и не сильно пострадал. Икикава навещает его и сообщает, что у Шиномии тоже все хорошо, и ей нужно только починить правую руку, потому что она полностью разрушена до основания. Мина, которая, как выяснилось, подслушивала их разговор, набирается храбрости, чтобы навестить Кафку, который удивлен не меньше Икикавы. Не потому, что она игнорировала его всю свою жизнь, а потому, что она главная собака в корпусе обороны. Мина, которая слышала, что именно Кафка вернул Шиномию в безопасное место, благодарит его за спасение и отдает ему честь. Она больше ничего не говорит и уходит, но Кафка не останавливает ее, так как он дал клятву, что встретится с ней лицом к лицу только после того, как станет офицером корпуса обороны. С другой стороны, Синемию, который психически страдает из-за того, что недостаточно совершенен, навещает Хосина, который приходит, чтобы расспросить о ситуации относительно кто был ответственен за подчинение кайдзю. Однако она не говорит ему правду и утверждает, что это она победила кайдзю. Вскоре после этого стало известно, что кайдзю теперь могут возвращаться к жизни даже после того, как превратились в ничто, что пугает широкую общественность. Умный кайдзю, который, возможно, был ответственен за то, что позволил этим кайдзю обрести такие регенеративные способности, также слышит эту новость, но приходит в шок, узнав, что ни один из них не способен к регенерации. Эти мутировавшие кайдзю выжили, и это заставляет его задуматься, настолько ли сильны капитаны корпуса обороны, чтобы суметь подчинить их себе. Оставшись разочарованным, разумный кайдзю меняет свою человеческую форму, чтобы слиться с людьми. Но что еще более удивительно, так это то, что он является одним из новых чистильщиков в команде Кафки, что указывает на то, что вскоре между двумя трансформерами произойдет противостояние. Насколько разумно было бы, если бы кайдзю присоединился к команде убийц кайдзю? Ну что же, давай спросим Кафку, не слишком ли он занят тем, что снова режет кишки кайдзю. Эпизод начинается с того, что Кафка и Икава возвращаются в офис уборщика кайдзю. Кафка паникует и сходит с ума от стресса. Он хватает Икаву и сильно трясет его, обвиняя его в том, что он заставил его так страдать. Если бы не его поддержка,
Кафка не попытался бы снова подать заявление в корпус обороны. И Кава кричит в ответ, что это было совсем не то, что он говорил на днях. На самом деле Кафка даже благодарил его в больнице за то, что он вдохновил его снова попытаться осуществить свои детские мечты. И Каву начинает раздражать, что Кафка тогда был таким крутым. К счастью, они избавились от своих страданий, когда приходит их босс и сообщает им, что они только что получили какое-то письмо. Наконец-то пришли результаты их экзаменов. Эти двое колеблются, прежде чем открыть и прочитать свои результаты. Для Кафки это был его последний шанс. Сможет ли он сдержать обещание, данное Мине, и присоединиться к ней, или он снова потерпит неудачу? Он медленно выводит свои результаты, и его глаза расширяются, когда он их читает. Несколько дней спустя все вновь поступившие в корпус обороны собираются в штаб-квартире на церемонию вступления в должность. Изума поздравляет Аайо с успешной сдачей экзамена. Хотя на самом деле не было ничего удивительного в том, что они оба поступили. Оглянувшись вокруг, я увидел, что все громкие имена и знаменитые люди прошли мимо. К сожалению, Изума замечает, что Кафки здесь нет. Прибывает Шинамия, и остальные сразу же поздравляют ее с тем, что она заняла первое место в их классе. Изума замечает, что перед экзаменом он ожидал занять первое место в их группе, но увидев Шинамию в действии, он признает свое поражение. Похоже, что вместо этого ему и Аайо придется побороться за 2 лучших места. Аайо отвечает, что он набрал самый высокий балл на экзамене по физической подготовке, так что он все еще не отказывается от своей мечты. Он будет стремиться к первому месту. В другом конце комнаты Ихару случайно натыкается на Икаву. Эти двое представляются друг другу и пожимают руки. Ихару вспоминает, как Икава был с Кафкой во время экзамена и пытается спросить, не провалился ли он. К сожалению, прежде чем Икава успевает ответить, внезапно начинается церемония посвящения. Все встают по стойке смирно, когда в комнату входит капитан Мина Ашира. Все с благоговением смотрят на нее, когда она направляется к сцене. Шинамия также вызвана на сцену, чтобы выступить в качестве представителя нового класса. Мина вручает им документы и объявляет, что с этого момента 27 новобранцев становятся офицерами корпуса обороны. Шинамия обещает, что они отдадут свои жизни за выполнение миссии, и отдает честь капитану Мине. Прежде чем отпустить ее, Мина обращается к Шиномии и благодарит ее за помощь во время инцидента на экзамене. Если бы не она, кто-то мог бы погибнуть. Шинамия была удивлена этим и выглядела крайне виноватой. Она знает, что не она победила Кайдзю. На самом деле именно Кафка должен был услышать эти слова. Так где же он сейчас? Кафка не только спас ей жизнь, но даже беспокоился о ней, как о маленькой девочке. Она была унижена и все еще хочет получить ответы на некоторые вопросы о форме Кайдзю Кафки. Она не позволит Кафке просто так исчезнуть среди людей. К счастью, Шинемии не пришлось предпринимать ничего радикального из-за того, что кто-то внезапно ворвался в комнату. Это был Кафка. Он выглядел взволнованным и извинялся за то, что прервал церемонию. Шинамия и Киноэ и другие удивлены, но рады его видеть. Во флешбеке было показано, что Кафка на самом деле провалил экзамен. Он не только получил самый низкий балл на экзамене по физической подготовке, но и получил 0 баллов по тесту на профпригодность. Все остальные капитаны во время собрания, на котором обсуждались новобранцы, согласились с этими оценками и легко уволили его. Мина уже собирался встать на его защиту, но вице-капитан Хосина внезапно поднял руку и вызвался взять его с собой. Он признает, что показатели Кафки ниже среднего, и у него нет навыков, необходимых для того, чтобы стать офицером. Однако во время реальной боевой части экзамена он заметил, что Кафка не только выявил слабые места вражеских кайдзю, но и помог в их устранении в целом. Он предпочел помогать другим, вместо того, чтобы уделять приоритетное внимание количеству убийств, совершенных им самим. Конечно же, Хосине также понравилось, что Кафка чертовски забавен. Кафка не является полноценным офицером, но Хосина готов взять его в свой взвод курсантом и дать ему дополнительную подготовку. Вернувшись в настоящее, Мина объясняет остальным, что Кафку принимают только как кадета, так что он не присоединится к ним на церемонии посвящения. Тем не менее, все рады, что Кафка сдал экзамен, потому что видели его настойчивость. Прежде чем церемония закончится, Мина поблагодарит всех за то, что они решили присоединиться к силам обороны. Она предупреждает их, что кайдзю становятся все сильнее, и теперь происходят еще более странные события. Однако именно по этой причине она хочет, чтобы они были в ее команде. Она обещает вести их за собой и быть их щитом и копьем. Услышав ее речь, Кафка укрепляется в своей решимости и обещает, что скоро встанет рядом с ней. К сожалению, он произнес эту часть вслух. Все были ошеломлены его внезапным заявлением. Он даже назвал капитана по ее первому имени. На сцене Мина ругает его за то, что он говорит без очереди и проявляет неуважение к старшему офицеру. В качестве наказания ему приказано сделать 100 отжиманий.
Вице-капитан Хосина смеется над веселыми выходками Кафки. Однако он заметил, что его капитан, кажется, слегка улыбнулся. Хосина рад видеть Кафку в своей команде, потому что время от времени им нужно что-то, что поднимет им настроение. Конечно, у Хосины есть и другая причина хотеть Кафку. Во время экзамена, когда Кайдзю возвращались с того света, они увидели сигнал Кайдзю 9-8 уровня. Все думают, что должно быть сломался какой-то датчик, но Хошина заметил, что в тот же момент у Кафки внезапно прекратились жизненные показатели. Таким образом, он собирается держать Кафку поближе к себе и выяснить, что за странная штука с ним происходит. Тем временем Кафка наконец заканчивает отжиматься под одобрительные возгласы и аплодисменты других офицеров. Шинамия приглашает его ненадолго выйти на улицу, а остальные начинают дразнить и спрашивать, собирается ли она признаться. Однако Икукая пытается дать Кафке понять, что Шинамия, возможно, захочет рассказать об их секрете Кайдзю. Несколько часов спустя в соседнем ресторане Шинамия потрясен, узнав, что Кафка стал Кайдзю после того, как съел одного из них. Кафка задается вопросом, не стоит ли ему просто сообщить в корпус обороны и надеяться на излечение, но Шинамия развеивает его надежды. Она предупреждает его, что корпус обороны, скорее всего, просто проведет над ним эксперимент. Это пугает Кафку, и он умоляет Шинамию сохранить их тайну. Шинамия в конце концов уступает, но предупреждает Кафку, что если она когда-нибудь увидит, что Кафка стал угрозой человечеству, она собственноручно убьет его. Кафка улыбается и от всего сердца соглашается. Начинается обучение новобранцев корпуса обороны. И во время этого занятия Икакава показывает, насколько он уже искусен в обращении с оружием, демонстрируя свою меткость и точность стрельбы по указателям целей на расстоянии. Он получает отличные баллы за то, что мгновенно сбивает все указатели целей, что завершает его огневую подготовку. После этого теста экзаменатор сообщает, что он смог раскрыть 18% боевую мощь своего костюма корпуса обороны, что всех удивляет. Это довольно высокий балл. Хосина, который наблюдал за тренировками на расстоянии, был впечатлен Икавой, так как он не ожидал, что этот мальчик так сильно вырастет за такой короткий промежуток времени. Поскольку Икава набрал самый высокий балл среди всех новичков, наступает очередь Ихару Фихаши, который, естественно, взволнован, потому что он должен побить рекорд Икавы, чтобы доказать, что он самый сильный. Он также поразил все мишени с невероятной скоростью и закончил тест быстрее, чем Икикава, получив новый высокий балл. В отчете также говорится, что он смог высвободить в общей сложности 20% боевой мощи костюма. Эта новость настолько вернула уверенность Фурахаши, что он продолжает дразнить Икакаву за то, что тот проиграл ему. Икакава, конечно же, не удовлетворил его ответом, так как это не соревнование с самого начала. В то время как Фурахаши занят тем, что дразнит Икакаву, Шинамия тем временем заканчивает свой тест менее чем за минуту, устанавливая собственные новые стандарты и выпуская выдающуюся сумму в 55%. Боевая мощь ее костюма. Она издевается над Фурахаши и Икавой за то, что они дерутся как дети, хотя их общий балл намного ниже, чем у нее, так как она заставляет всех осознать, насколько они посредственны по сравнению с ней. А Айока Гараги и Харуичи задаются вопросом, смогут ли они когда-нибудь превзойти ее. Говоря о получении наивысших баллов, наш главный герой Кафка Хабина набрал наименьший балл и закончил тест за 7 минут. По крайней мере, он смог увеличить мощность костюма на 1%. В отличие от прошлого раза, сам Кафка очень обрадовался, узнав, что ему удалось превратить свой нулевой процент в единицу, и начал дразнить Шинамию, говоря, что скоро он ее догонит. Но его инструктор Хосина возвращает его к реальности и дает ему понять, что при его нынешнем росте он никогда не сможет стать полноценным офицером корпуса обороны. Когда Кафка успокоился, Хосина заканчивает огневую подготовку новобранцев и говорит им, что их общая подготовка закончится, если они все сделают 10 кругов по периметру. Так как некоторые из них начинают жаловаться из-за неожиданного задания, Хосина увеличивает количество кругов до 15 и отсылает их прочь. Аналитик Хосины тем временем замечает, как сильно возросло соперничество между новобранцами и думает, что они сами сделают друг друга лучше, соревнуясь друг с другом. Другие последовательно. После окончания первого тренировочного дня Кафка и Икакава отправляются вместе принимать приятную длительную ванну, где они жалуются на то, какой бессердечный человек Хашина. Фурахаши снова пытается затеять драку с Икавой и комментирует его плоские бицепсы, советуя ему нарастить немного мышц, если он хочет. Не хочет, чтобы ее называли женщиной. Однако Икава, который не считает, что мускулы Фурахаши больше, чем у него,
советует ему не делать глупых заявлений. С другой стороны, Кафка, у которого самые большие мускулы в городе, пытается похвастаться своими 6 кубиками пресса, когда случайно это становится семейным размер упаковки. Он показывает, что просто контролировал свое дыхание, чтобы выглядеть громоздким. Фурахаши расхохотался, увидев тело отца Кафки, и это задело самолюбие Кафки, побудив его затеять драку с подростком. В этот момент Кагураги заходит в душ, обнажая свое тело Терминатора, что само по себе унижает Кафку и Кикаву и Фурахаши, побуждая их скрывать свои мелкие тела под водой. В этот момент они все понимают, что напрягать мышцы не имеет значения. И единственное, что имеет значение, это их результаты в корпусе обороны. С другой стороны, Шинамия заходит в женский туалет вместе с другими девушками, где она натыкается на капитана Мину, которая, как ни в чем не бывало, пьет. От одного ее присутствия Шинемия пугается и извиняется перед Миной за то, что нарушила ее уединение. Но Мина не придает этому особого значения и говорит девочкам, чтобы они заходили, так как она все равно собирается выйти на улицу. Шинемия, направляясь внутрь, бросает взгляд на тело Мины, на котором, на удивление, не так много мышц. Так что, естественно, это заставляет ее задаться вопросом, как и почему Мина является сильнейшей среди всех бойцов корпуса обороны. Она спрашивает Мину, откуда у нее такая боевая мощь, и в ответ Мина просит ее встать рядом с ней. Говоря, что она хочет продемонстрировать ей основы своей подготовки, это сделало ее такой сильной. Тем временем ребята рассказывают о том, почему они вступили в корпус обороны, и первым, кто ответил на этот вопрос, был Фурахаши, который с гордостью заявил, что сдал этот экзамен только потому, что был влюблен в капитана Мину Ашира. По-видимому, когда он учился в средней школе, на него напал Кайдзю, когда капитан Мина появилась из ниоткуда и спасла ему жизнь. С того самого дня он хотел быть похожим на нее, и именно поэтому он вступил в корпус обороны. Другие заявляют, что у них тоже похожая история, и утверждают, что они тоже пришли сюда из-за капитана Мины. Впрочем, это естественно, поскольку она самый большой супергерой этого поколения. Но что неестественно, так это то, что этот неудачник Кафка заявляет перед всеми остальными, что Мина его подруга детства, в то время как в настоящем ей кажется на него наплевать. Мальчики ни капельки не верят Кафке, поэтому они впервые слышат каждую часть истории его детства и находят довольно удивительным, что он был так близок с их любимым капитаном. На самом деле шок был слишком сильным, так как все они в конечном итоге потеряли сознание, лол. В любом случае, со следующего дня тренировки возобновляются, и дружба между ними крепнет так же, как и их сила. Кафка, который всегда отстает в физической части, работает в 2 раза усерднее, чтобы догнать своих товарищей по команде, и даже засиживается допоздна, готовясь к тренировкам. Всего хорошего в будущем. Однажды вечером вице-капитан Хосина, который утверждает, что слышал все, что Кафка говорил о его дружбе с Миной, расспрашивает его об этом. Он видит его решимость стать лучшим из лучших только для того, чтобы быть рядом с Миной. Поэтому он предупреждает его, чтобы он не слишком привязывался к своим товарищам по команде, так как многие из них в конечном итоге погибнут в ближайшем будущем. В этот самый момент раздается сигнал тревоги, который будет всех новобранцев, давая им понять, что это призыв к выполнению их первой миссии. На этом видео все, спасибо, что посмотрели. Ребята, пожалуйста, подумайте о том, чтобы подписаться на нас. Мы так близки к тому, чтобы набрать 300 подписчиков, и как всегда будьте в безопасности и берегите себя. Было 3 часа ночи, и все офицеры уже были готовы и ждали в оперативном центре сил обороны. Капитан Мина спрашивает у ближайшего офицера последние новости и узнает, что эвакуация уже началась и все еще продолжается. Эпицентр сигнала Кайдзю находится в Сагамихаре, и военные эвакуируют всех гражданских лиц, находящихся поблизости. Для перемещения всех этих людей используются военные грузовики и гражданские автобусы. Японские военные также оборудовали командный пункт артиллерийского полка на парковке рядом с торговым центром. Кайдзю-1 появился в районе разлома Канава и перемещается под землей, продолжая увеличиваться в размерах. Он появился только сейчас, потому что вступил в фазу размножения. В дополнение к большому Кайдзю, поблизости от него появилось множество маленьких. Мина решила, что лучший способ победить врага с минимальным сопутствующим ущербом – это остановить его в секторе В на карте. Она сама разберется с большим противником, в то время как сектор Е станет базой снайперов. Оттуда они смогут вести прицельный огонь по врагам на шоссе. Она приветствует всех и желает им удачи. Через несколько минут на всех светофорах загораются красные огни с тарелками Кайдзю, и грузовики сил обороны проезжают мимо них на бешеной скорости, чтобы ответить Сагамихаре. Они проверили свое оружие, и вице-капитан Хосина спрашивает, все ли готовы.
Все новички нервничают, в то время как Шинамия смотрит только на Кафку. Она все еще не могла поверить, что Кайдзю, которого они называют, нет. А Тэ — это он, но она надеется, что он ее не разочарует. Тем временем Кафка занят своими собственными проблемами. Его чуть не стошнило из-за переедания. Все сразу же запаниковали, и их грузовик наполнился криками, пока Кафка пытался справиться с тошнотой. В другой части города все эвакуированные в безопасности ждут в торговом центре, пока артиллерия по борьбе с Кайдзю займет позиции. В секторе Е взвод вице-капитана Хосины ожидает начала операции. В его команду входят Кафка и Шинамия. Кафка смотрит вверх на возвышающегося Кайдзю, с которым они вот-вот столкнутся. Он настолько велик, что классифицируется как Хандзю. Хосина объясняет всем, в чем заключаются их конкретные цели. В то время как команда капитана будет разбираться с крупными Кайдзю, их группа будет разбираться и уничтожать более мелкие, называемые Яджу. В их нынешнем районе намеренно нет важных зданий или важных транспортных маршрутов. Поэтому они должны помешать любому Яджу покинуть этот район. В состав других команд входит взвод округи в секторе F, в который входит Икиава, и взвод культура Симы в секторе J, в который входит Изума и Аой. Их работа важна, потому что от нее зависит, какой сопутствующий ущерб может нанести Кайдзю. Они должны предотвратить разрушение более важных зданий, таких как школы, торговые центры и другие. Конечно же, взводы с новобранцами находятся в тыловых секторах F и J. Это также означает, что они являются последними линиями обороны. Затем Хосина напоминает всем, что независимо от того, какие у них были результаты тестов, это ничего не значит. Самое важное – это жизни, которые они спасают на поле боя. Все радуются и настраивают себя на предстоящую битву. Джт сообщает силам обороны, что они завершили эвакуацию. Силы обороны сообщают всем новости о том, что капитан Мина вступит в бой через 8 минут. И Какава отправляет сообщение Кафке и спрашивает, как он себя чувствует. Кафка отвечает, что он должен показать, что может быть офицером. Во время обучения Хосина предупредил Кафку, что его могут уволить через 3 месяца. Сейчас он нервничает и впадает в панику, но в то же время он взволнован. Итикава улыбается и заверяет Кафку, что их первая миссия увенчается большим успехом. Затем их штаб-квартира объявляет, что в секторе Е был замечен Яджу. Монстры-гибриды краба и гриба ползают по всем улицам. Кафка прощается с Итикавой и надевает свою маску. Шинамия и остальные спрыгивают со зданий, в то время как Кафка осторожно спускается вниз. В воздухе над нами открывается вертолет, и Мина готовится к бою. Она достигла точки снайпера. Их штаб приказывает силам самообороны открыть огонь из артиллерии и оттеснить крупных Кайдзю в сектор В. Артиллерия начинает заградительный огонь. И даже их вертолеты начинают стрелять ракетами. Почувствовав их взрывной удар, Кайдзю медленно отходит в сторону сектора В, с крыш Пашина наблюдает за всем происходящим. Операцию и желает своим подчиненным хорошо поработать. Кафка, Шинамия и другие члены их взвода ждут, когда Яджу доберутся до их позиции. Кафка может сказать, что костюм уже помогает ему чувствовать себя спокойно. Он делает шаг вперед, принимает боевую стойку и высвобождает боевую мощь костюма. В мгновение ока он был отброшен в сторону, когда в него врезался Яджу. Шинамия ругает его и напоминает, что его боевая мощь все еще составляет 1%. Тем временем другой член их взвода начинает раздражаться из-за того, что им приходится нянчиться с новичками. Он говорит Шиномии, что они могут просто не рисковать и наблюдать. Они все еще не знают слабых мест противника, так что пусть с этим разбираются ветераны. Выстрел из пистолета внезапно проносится мимо офицера и взрывает ближайший Яджу, заставляя его взорваться. Офицер был шокирован, но Шинамия просто спокойно принимает его приказы и отвечает, что она будет действовать осторожно и ударит по слабым местам противника. Она приземляется на стену и открывает огонь по Яджу, мгновенно убивая группу из них. Офицер не мог поверить своим глазам. Огневая мощь Шиномии не соответствует уровню новичка. Тем временем Кафка показывает Шиномии поднятый вверх большой палец из-под кучи мусора, в которую он приземлился. В секторе F другие взводы также сражаются с Яджи. Фурахаши умудряется убить нескольких человек, пока он сползает со здания. Он собирался похвастаться перед Икавой, но его глаза расширились, когда он увидел, как Икаву убивает очень крупного зверя. Икава объясняет, что он заменил свои патроны с разрывных на 100 патроны, замедляя их действие. Однако он все еще недоволен. Ему нужно поправиться, чтобы Кафке больше не пришлось перевоплощаться. В секторе J Айо и Изумо сражаются со своей собственной группой врагов на железнодорожных путях. Другие офицеры поражены и недоумевают, почему новобранцы этого года такие крутые. Они указали на это своему командиру взвода Накашиме и пожаловались, что теряют уверенность в себе. А Айо и Изумо просто соревнуются друг с другом, кто больше убьет.
Командир взвода Накашима заметил, насколько опытны новобранцы в этом году. Она понимает, что Кагараги похож на необузданного ребенка, который любит устраивать беспорядок, в то время как Харвичи – чистоплотный тип, который заканчивает канзи с абсолютной точностью. Когда она видит, что они действуют так умело, у нее включается режим хищницы, и она начинает истекать слюной, как последняя сволочь. Вице-капитан Хосина уже проинформировал Культурашиму об этих многообещающих новичках, которые уже продемонстрировали потрясающую боевую мощь в своих боевых костюмах. Она также замечает, что лучшие новички мотивируют других новичков совершенствоваться, и именно поэтому она думает, что новобранцы текущего года скоро начнут тренироваться. Достигни вершины, взяв верх над ветеранами. Тем временем командир группы наблюдения Аканоги проверяет, что в секторе по имени Джульетта больше нет кайдзя, поэтому она приказывает взводу Исикавы перейти в следующий сектор. Кафка узнает новости и приходит в изумление, узнав, что и Икикава, и Фурахаши сражались на передовой, и что они оба были убиты. Являются главными участниками всего процесса подчинения кайдзю. Когда Кафка осознает, что все остальные, кроме него, работают как можно меньше, он отчаянно пытается найти способ помочь имен. Поскольку в своем человеческом обличье он полный слабак, он ни на что не годен и вынужден прятаться за углом. Так вот, он делает то, на что действительно способен, а именно подметает и начинает наносить удары ножом по телу мертвого Яджу. Ему не удается найти сердцевину Яджу там, где она должна быть, и он понимает, что поскольку этот Яджу относится к грибковому типу кайдзю, его сердцевина может храниться где-нибудь в другом месте. Как только он находит сердцевину у основания шеи Яджу, он немедленно докладывает об этом вице-капитану Хосине, сообщая ему, что эти сердцевины твердые и служат хребтом Яджу. Кафка считает, что эти типы канзи нужно использовать с разных сторон, чтобы добиться наиболее эффективного результата. Он также обнаруживает, что у них есть репродуктивные органы, которые представляют собой белые бугристые шарики на задней стороне. В любом случае, потому что внутри этих репродуктивных органов хранится больше иероглифов. Кафка говорит Хосине, что если их не уничтожить, то может появиться еще больше Яджу. Хосина благодарит Кафку за его ценную информацию, а затем просит группу наблюдения поделиться последней информацией об этом Яджу со всеми бойцами корпуса обороны. Аканоги, соответственно, делится всей информацией, касающейся репродуктивных органов, со всеми офицерами корпуса обороны, а также включает информацию о корпусе Яджу. Кафка сейчас испытывает облегчение от того, что смог хоть как-то помочь силам обороны. Желая помочь еще больше, он решает обезвредить все остальные трупы поверженных Яджи. Хотя я не думаю, что Кафка сможет поправиться физически, если продолжит работать подметальщиком, Кафка думает, что однажды он наверняка сможет быть рядом с Миной в такими темпами. Ну что же, спасибо ему за то, что он был под кайфом и бредил, даже не попробовав пирожных. Тем временем Хан Цзю достигает назначенной точки начала боевых действий, так что силы обороны начинают атаку на него. Они нацеливаются на его ноги, чтобы обездвижить его, в то время как с другой стороны их капитан, Мина Ашира, готовится нанести ему последний удар на расстоянии. Она заряжает свое мега-оружие и наводит его на цель. Но перед тем, как выстрелить, она бросает короткий взгляд на Кафку и готовится показать ему, что она лучшая в этой лиге. Она высвобождает ошеломляющие 96% боевой мощи от своего выстрела, а затем стреляет, мгновенно превращая половину тела Ханджу в ничто. Кафка, который стал свидетелем этой феноменальной силы атаки, исходящей от Мины, понимает, что она находится в совершенно иной лиге, чем все остальные. И это заставляет его задуматься, сможет ли он достичь той стадии, когда сможет стоять рядом с ней. Мина готовится ко второму выстрелу, так как первый выстрел не смог полностью уничтожить ядро Ханджу. И когда она это делает, ей успешно удается лишить жизни Ханджу. Однако она не останавливается на достигнутом и делает третий выстрел, даже несмотря на то, что он уже мертв. Что показывает, что она просто хочет показать Кафке и остальным, какой огневой мощью она располагает. Она не останавливается на достигнутом и снова делает четвертый выстрел в мертвую Ханджу, заставляя Кафку осознать, насколько она невероятна на самом деле. Хосина подходит к Кафке и спрашивает его, не хочет ли он отказаться от своей мечты быть рядом с Миной в качестве ее вице-капитана теперь, когда он увидел, насколько она сильна. Имеет. Кафка переигрывает с Хосиной, спрашивая его, достоин ли он стоять рядом с ней. Хосина с гордостью заявляет, что его боевая мощь далеко не так хороша, как у Мины, когда дело касается борьбы с противниками на большом расстоянии. Но он утверждает, что на самом деле он лучший, когда дело доходит до ближнего боя, и подтверждает это, демонстрируя, как умело он может разрубить кайдзю без даже пошевелить мускулом. Семья Хосины, очевидно, долгое время была охотниками на кайдзю, и именно поэтому он обладает генетическим даром использовать меч против этих монстров.
Кафка наконец-то понял, почему и Хосина, и Мина известны как самые могущественные члены сил обороны. Так что, не мудрствуя лукаво, Хосина готовится приступить к настоящей работе. Напомню Кафке, что внутри гигантского тела мертвого Хандзю находится множество яиц, которые также необходимо уничтожить, прежде чем он сможет создать бесчисленное количество яджи. Через несколько мгновений оттуда вылетают йоги, так что все члены корпуса обороны приступают к уборке. Новые рекруты тоже присоединяются к нам, хотя они очень устали, так как это была их первая миссия. Но они знают, что должны приложить все усилия, чтобы Хосина признал их офицерами корпуса обороны. Говоря о Хосине, он признает, насколько стойкими являются эти новобранцы, и особенно отмечает Шинамию и Какаву, которые проявили себя наилучшим образом в этой миссии. Фурахаши, с другой стороны, который не успевает за Икакавой, следует его примеру в следующем секторе миссии. Район, когда они натыкаются на члена команды уборщиков, который как раз занимается осмотром трупа Яджу. Этот парень, конечно же, никто иной, как Кайдзю, который может превращаться в человека.